Закройте глаза и попробуйте представить, что вся ваша жизнь проходит в полной темноте. Мир не создан для таких, как вы. Он не спешит вас понять, он не ждет от вас многого и уж точно не верит, что именно вы сможете его изменить. Да. Но именно в темноте родится несогласие. Из темноты начнется история человека, которую потом узнает весь мир. Сегодня я расскажу вам эту историю от первого лица. Если бы вы увидели меня ребенком, вы бы, наверное, не подумали, что моя жизнь хоть чем-то изменит мир. Я родился в 1809 году в Кувре, деревушке недалеко от Парижа. Был сыном шорника, младшим из 4 детей. У моего отца была мастерская, пахнущая кожей, деревом и железом. Для меня она была целой вселенной. Я любил стоять рядом и слушать, как отец работает. Скрип ремней, удары молотка, шорох кожи под руками. Мне казалось, что если я возьму в руки его инструмент, то сразу стану таким же ловким и взрослым. И однажды я потянулся за шилом. «Не трогай Луи», наверное, сказал бы мне отец, если бы успел. Но дети всегда хотят не смотреть, а повторять. Я попробовал проколоть кусок кожи, шило сорвалось, и острая сталь вошла мне в глаз. Иногда вся жизнь меняется за одно мгновение, за одно неверное движение руки. А потом была боль, долгая, жгучая, почти невозможная. Врачи пытались помочь, родители возили меня к хирургу, но, к сожалению, рана загноилась. Инфекция перешла на второй глаз, и мир начал уходить от меня, медленно, будто закрывалась тяжелая дверь. Помню, как однажды я спросил маму, почему вокруг дымно, а запаха гари нет. Кажется, именно тогда она поняла, что я слепну окончательно. К 5 годам я ослеп полностью. В то время это означало почти приговор. Для большинства слепых людей мир был очень маленьким. Стены дома, жалость окружающих, ремесло в лучшем случае, мечта в худшем. Но мои родители не дали мне исчезнуть внутри этой темноты. Отец сделал мне трость. Мать никому не позволяла говорить обо мне как о несчастье. Они учили меня жить, а не доживать. Мама просила не бояться темноты. Я же, глотая слезы, отвечал, что не боюсь. И это было правдой. Я боялся не темноты. Я боялся стать лишним. Я учился слушать, учился запоминать, учился понимать пространство по звуку шагов, по скрипу двери, по движению воздуха. Я ходил по деревне один, спотыкался, падал, злился, поднимался снова. Когда мне исполнилось 10, мне дали редкий шанс. Меня отправили в Париж в Королевский институт слепой молодежи. Одну из первых школ для слепых детей. Для других это была старая, сырая, мрачная постройка. Здание бывшей тюрьмы. Для меня же это была дверь в мир. Там я впервые оказался среди тех, кто жил так же, как и я. Там не нужно было объяснять, почему ты проводишь пальцами по столу, почему вслушиваешься в тишину, почему тебе так важно не просто жить, а понимать. Нас учили ремеслу, нас учили быть полезными. Это было уже очень много, но мне хотелось большего. В институте были книги, особые, с выпуклыми буквами. Их придумал Валентин Гаюи, человек, который одним из первых решил, что слепых можно учить по-настоящему. Я очень благодарен ему. Без таких людей я бы, возможно, вообще бы не оказался в школе. Но его книги были огромными, тяжелыми, медленными. Пальцу приходилось долго вести по каждой букве, словно ощупывать чужое лицо в темноте. На странице помещалось совсем мало текста. Читать так было можно, жить было с этим трудно. Я старательно учился, писал домой, играл на виолончели и органе. Преподаватели очень хвалили меня, но внутри меня росло чувство, что нам дали не ключ, а лишь его грубую копию. Однажды я подумал, странно, для зрячих книги делаются так, чтобы читать быстро. Почему же для нас все должно быть медленным, громоздким, неудобным? Почему все, что создают для слепых людей, придумывают люди, которые никогда не жили в темноте? И ответ пришел неожиданно. В институт попала система Шарля Барбье. Он придумал так называемое ночное письмо. Рельефные точки, которые можно читать на ощупь без света. Изначально для военных, чтобы солдаты могли читать приказы ночью, не раскрывая своих позиций. И когда нам показали эту систему, многие увидели лишь странную стенографию, а я услышал в ней щелчок замка. Точки. Не выпуклые буквы, которые нужно долго обводить пальцем. Точки, которые можно уловить сразу, одним касанием.
Да, система борьбы была неудобной, слишком сложной, слишком громоздкой. Ячейки были большими, они передавали звуки, а не буквы, не хватало знаков препинания, цифр. Но в ней была главная мысль, от которой уже невозможно было отказаться. Я начал работать. Днем я учился и даже преподавал. Ночью думал, пробовал, переделывал. Пальцами, памятью, упрямством. Я снова и снова возвращался к бумаге и шилу. Забавно, правда? Когда-то шило отняло у меня свет. Теперь с помощью шила я пытался его вернуть. Это должно было быть проще, говорил я себе. Меньше, быстрее, так, чтобы один палец чувствовал знак сразу. И однажды все встало на место. 6 точек. Не больше. 6. Я уменьшил ячейку так, чтобы она помещалась под подушечкой пальца. Сделал систему не для зрячего глаза, а для слепой руки. Для настоящего чтения, а не для его имитации. Для скорости, для мысли, для свободы. В этой маленькой ячейке оказалось достаточно места для букв, цифр, знаков препинания, заглавных букв. Потом я добавил и запись музыки, потому что музыка тоже должна быть доступна не по памяти, а через грамотность. Мне было 15 лет, когда основа системы была готова. 15. Возраст, в котором от подростка обычно ждут послушания, а не переворота. Но самое трудное началось потом. Мои товарищи быстро поняли, что новая система удобнее. Она работала. Она давала нам скорость, достоинство, самостоятельность. Мы могли читать и писать по-настоящему. А вот многие зрячие преподаватели были недовольны. Конечно, мою систему нужно было осваивать. Старые рельефные буквы они могли разбирать глазами почти сразу, а здесь им приходилось входить в наш мир. Делать усилия. Признавать, что слепой юноша придумал для слепых нечто лучшее, чем все, что до него создавали зрячие специалисты. Не всем это нравилось. Я видел это ясно, даже не имея зрения. Но я уже знал главное. Дело не в удобстве учителей, дело в будущем учеников. Я говорил и думал так: нам не нужна жалость, нам не нужно снисходительное покровительство. С нами надо говорить как с равными и дать нам средства общения, которое действительно работает. Я преподавал, играл в церквях на органе, писал, болел. Мое здоровье с детства было хрупким, а потом становилось все хуже. Но я продолжал работать, потому что понимал, речь уже не обо мне. Речь о мальчике, который впервые сможет сам прочитать книгу, о девушке, которая напишет письмо без чужой помощи, о музыканте, который прочтет ноты пальцами, о человеке, который перестанет быть только объектом заботы, а станет автором собственной жизни. Я прожил всего 43 года. При моей жизни мою систему так и не приняли. В полной мере, по-настоящему. Это, наверное, одна из самых горьких сторон любой большой идеи. Сначала ее не видят, потом ей сопротивляются, и только потом начинают говорить, что все это было очевидно. Мой шрифт официально приняли уже после моей смерти. Но если честно, меня это не обижает, потому что я никогда не хотел славы. Я хотел, чтобы слепой человек мог читать. Просто читать. Не на особых правах, не как чудо, не как исключение, а как нормальный человек. Сегодня мои 6 точек живут во всем мире. На упаковках лекарств, на табличках, в книгах, в учебниках, в компьютерных устройствах, в сотнях языков. Если сегодня вы нажимаете кнопку в лифте, а под пальцами чувствуете выпуклые точки, знайте, это не просто шрифт. Это доказательство того, что настоящая помощь рождается тогда, когда человека наконец начинают слушать. Меня зовут Луи Брайль. Мир для меня погас, но я нашел способ снова говорить с ним через кончики пальцев. Мир меняют не только громкие открытия. Иногда его меняют вещи, которые сначала кажутся маленькими и почти незаметными. Например, 6 точек на бумаге, за которыми на самом деле стоят свобода, самостоятельность и достоинство. Один человек, который не захотел мириться со своей инвалидностью, нашел выход не только для себя, но и для миллионов людей во всем мире. Этот канал о людях и открытиях, которые повлияли на все человечество.